Привет, армия. Неужели это конец света? Секретное видео, демонстрирующее шокирующую близость Тэхёна и Чингука, стало достоянием общественности, и реакция HYBE неожиданна. Почему руководство так паникует? Что именно содержится в видео? Это просто случайный момент или невысказанное признание, скрываемое от армии? Армии не могут поверить в это. Секретное видео Тэхёна и Чингука было слито, HYBE тут же паникует. Почему HYBE паникуют? Скрытые детали видео Тэхёна, вызвавшие переполох. Все, во что мы верили, всего лишь иллюзия. Действительно ли есть какая-то сторона отношений Тэхёна и Чингука, которую намеренно скрывают? И если да, то кто ее скрывает и почему? Вопросы заполонили платформы X, Weverse и даже Google менее чем через час после того, как видео, предположительно снятое тайно, стало вирусным. Видео, продолжительностью всего 28 секунд, было достаточно, чтобы поколебать основы веры ARMY по всему миру, и HYBE немедленно предприняли радикальные меры. Менее чем через 2 часа после первой вирусной публикации все их официальные каналы были завалены запросами на удаление, сообщениями об авторских правах и юридическими уведомлениями, которые обычно не приходят так быстро. И вот тут-то и возникает самый главный вопрос. Если видео было просто непринужденным моментом между двумя друзьями, почему HYBE выглядели такими паникующими? Было ли в видео что-то большее, чем объятие или взгляд? Короткое видео показывало Чингука и Тэхёна в ярко освещенной комнате, не в студии, не за кулисами концерта и определенно не в официальной локации, которую часто можно увидеть в контенте BTS. Казалось, они не знали, что их снимают. Тэхён был одет в простую белую футболку и серые спортивные штаны, а Чингук, в полунатянутой черной толстовке, откинулся на диване с выражением, которое трудно было описать: усталость, облегчение, почти слезы. Затем раздался голос, не песня, не фоновая музыка, а голос Чингука: «Хён, если я сдамся, ты же все равно будешь здесь, верно?» И в этот момент Тэхён, не говоря ни слова, обнял Чингука. Объятие было не просто физическим, в нем, казалось, таилось 1000 скрытых чувств. Не было ни длинного диалога, ни объяснений, но эмоции, запечатленные в тот момент, были слишком сильны, чтобы их игнорировать. Армии начали спрашивать, когда появилось это видео? Кто его снял? И что их больше всего шокировало, почему выражение лица Чингука было таким, будто он был на грани отчаяния? Связано ли это с инцидентом в аэропорту 31 июля? В тот день, как сообщала Times Now, Чингук был замечен в международном аэропорту Инчхон по пути в США на модное мероприятие. Однако инцидент привлек внимание. Один из охранников сильно толкнул Чингука, отчего тот пошатнулся. Хотя руководство еще не опубликовало официального заявления по поводу инцидента, многие армии посчитали, что HYBE слишком тихие и слишком быстро отвлекаются. Но с появлением этого секретного видео армии начали собирать воедино кусочки пазла, который раньше казался разрозненным. Как Чингук, известный своей энергией и постоянной улыбкой во время каждой прямой трансляции, мог выглядеть так на видео? Почему в последнее время ни в официальном расписании, ни в закулисных материалах не было показано столь тесного взаимодействия между ними? Это форма защиты со стороны HYBE, или же это просто цензура отношений, которые они не хотят выносить на публику? Вопросы продолжают возникать, и что особенно трогательно для армии, так это эмоциональные комментарии, украшающие 1000 постов в социальных сетях. У Чингука дела идут плохо, почему с ним никто не разговаривает? Это видео не только о Тэкуке, оно о боли, которую они слишком долго скрывали. HYBE подвергли цензуре их общения, боясь показать слишком много любви. И что еще более шокирует, некоторые фанаты армии начали связывать видео с инцидентом 2015 года, когда менеджер HYBE был заснят на камеру, когда пытался поднять руку на Чингука, что вызвало коллективную травму среди фанатов. Хотя HYBE изменились и попытались наладить отношения с участниками группы, старые раны, похоже, так и не зажили полностью. С этим новым видео эти раны, похоже, снова открылись.
Между тем, анонимный источник, предположительно из HYBE, утверждает, что видео действительно было снято в начале этого года, в частном месте изоляции, когда участники группы проходили репетиции и восстановление после международного тура. Видео не планировалось к публикации, и о его существовании знали лишь несколько приближенных сотрудников. По словам источника, утечка серьезно нарушила внутренние планы и могла повлиять на имидж компании. Имидж компании. Эти слова вызвали новый всплеск гнева среди ARMY. Для них видео было не о компании, а о двух людях, молча любящих друг друга. Два лучших друга, которые были вместе больше 10 лет, столкнувшись с невообразимым давлением, наконец-то продемонстрировали моменты уязвимости, которые не были постановочными. Так почему же HYBE, казалось, испугались? Может быть, из-за того, что публичная реакция могла быть слишком бурной? Или из-за того, что они хотели контролировать сюжет? Многие предполагали, что видео может разжечь старые слухи о романе Тэхёна и Чингука, слухи, которые всегда отрицались, но никогда по-настоящему не исчезали. Но на этот раз в центре внимания были не слухи, а чувства, которые были слишком реальны, чтобы отрицать. Ровно в 3 часа 15 минут утра по корейскому времени HYBE наконец опубликовал краткое заявление на Weverse. Мы расследуем источник слитого видео и будем принимать меры против ответственных за утечку. Мы просим вашего понимания и поддержки у фанатов. Никаких объяснений содержания видео, никакого объяснения состояния Чингука и, конечно же, ни слова об объятиях Тэхёна. Все это лишь усугубляло путаницу и домыслы, что же именно скрывается. Может быть, было что-то гораздо большее, чем просто слитое личное видео? И самое душераздирающее, почему Чингук выглядел так, будто снова борется в одиночку? Еще до рассвета в Южной Корее тысячи фанатов заполнили свои ленты домыслами и теориями. Одна из самых броских теорий возникла после публикации на старом фан-сайте Тэхёна, где утверждалось, что они видели похожие видео несколько месяцев назад, однако видео быстро исчезло из сети Уиба всего через 2 минуты. Кто опубликовал его первым? Почему никто не заснял его тогда? И почему видео всплыло сейчас, когда внимание всего мира приковано к отъезду Чингука в Америку? Некоторые армии даже подозревают, что эта утечка видео произошла не случайно. Многие считают, что это своего рода сигнал, возможно, от кого-то изнутри. Кто-то, кто слишком долго что-то скрывал, кто-то, кто больше не может видеть, как два человека, которые когда-то были такими открытыми, теперь заперты в рамках формальности. Это может быть участник, это может быть сотрудник, или даже кто-то, кто хочет что-то донести до HYBE, публики или и того, и другого. Но, конечно, есть кое-что, что невозможно подделать. Выражение лица Чингука на видео, его опущенное лицо, его почти срывающийся голос и та самая фраза, которая кажется финалом «Если я сдамся, ты все равно будешь здесь, верно?». Эти слова не были произнесены на тренировке, они не были написаны по сценарию, они не были частью развлекательного шоу, они принадлежали уставшему человеку. Телу, который, возможно, впервые за долгое время хотел, чтобы его услышали как человека, а не как айдола. Тэхён же, напротив, не ответил словами, но его объятия сказали больше, чем 1000 слов. Он крепко обнял Чингука, медленно, но уверенно. Его голова покоилась на плече Чингука, и они молчали последние 20 секунд видео, которые изменили все. Что значило это объятие? Обещание, невысказанное извинение или молчаливое прощание? Один из самых вирусных комментариев ARMY был опубликован в аккаунте ex-собака-бeyondkte. Это было не просто объятие, это было последнее объятие перед тем, как кто-то решит уйти, будь то из индустрии, из центра внимания, или что-то большее. И этот комментарий был не единственным. За трендами решетка Протицтюнкак и решетка Тайкак Труд вспыхнула более глубокая искра эмоций. Многие признались, что плакали, просто смотря видео. Некоторые даже назвали его молчаливым признанием, чем-то, к чему стремились, но так и не высказали прямо. Но среди этой бури эмоций общественность была шокирована еще одним. Действия HYBE оказались более агрессивными, чем обычно. В течение 12 часов после того, как видео стало вирусным, десятки каналов на YouTube, аккаунты в TikTok и даже крупные фан-базы за пределами Южной Кореи получили предупреждения или даже блокировки за распространение нелегального контента.
И именно из-за этого действия возникает новый вопрос. Если видео было таким незначительным, почему HYBE так стремились как можно скорее его похоронить? Если видео было просто запечатлело момент общения двух артистов, почему они вели себя так, будто столкнулись с крупным скандалом? Некоторые журналисты начали копать глубже. Один независимый репортер из Korea Herald, пожелавший остаться анонимным, заявил, что получил внутреннее электронное письмо от сотрудника пиар-отдела HYBE. В письме компания заявила, что осознает чрезвычайно сильное эмоциональное воздействие контента и обеспокоена тем, что общественная реакция может повлиять на личностные проблемы участников группы. Что означает «личностные проблемы участников группы»? Является ли это косвенным признанием того, что между Чингуком и Тэхёном существовала замаскированная динамика? И больше всего HYBE боится потери контроля над повествованием не только как агентство, но и как мирового имиджмейкера BTS.